Сегодня мы поговорим про Хюррем Султан. Не просто про Хюррем, а про Валиде Хюррем Султан. Какой бы она была Валиде, кого она хотела бы видеть на троне и как вела бы свои черные делишки. Также очень интересно представить модель ее поведения с сыновьями, и остались бы они в живых. Итак, Хюррем Султан весьма кровожадный герой, по мнению большей части ее поклонников. Коварная, хитрая султанша, которая любила рисковать и выигрывать. Мне очень жаль, что такая женщина, как она, не дожила до момента, когда ее сын зашел на престол. С каждым годом власть Хюррем росла, и она была самой влиятельной женщиной в Османской империи. Доказывать ей свое превосходство не было смысла. Она знала, кто она и что может. Такая власть подразумевает под собой высокомерие, которое часто проявлялось в беседе с простыми наложницами и с женами сыновей. Самым покладистым и пластилиновым был Селим. Из него можно было слепить угодного правителя для власти Хюррем. Она это знала и уже при жизни настраивала Сулеймана и двигала его в сторону своего рыжеволосого сына. Можно предположить, что именно он занял бы трон падишаха. Баязид сам по себе был неуправляем. Он любил справедливость и свободу действий, часто показывая это и матери, и отцу. Он не был удобным для Хюррем. Султанша любила все держать под контролем, поэтому не стала бы хлопотать за своего сына-бунтаря. После того, как Селим занял трон, Хюррем бы убеждала его, что закон Фатиха не лучший метод для борьбы с конкурентами. Баязид бы старался найти в лице своей сестры поддержку и продолжал бы борьбу против Селима. Хюррем всеми силами постаралась стать для своего сына-султана верной опорой и советником. Конечно, Нурбану стала бы мешать планам Хасики и путала бы все карты, поэтому Валиде довела бы дело до своего конца. Она, безусловно, сделала бы все, чтобы Нурбану отправилась к праотцам. Тогда путь к мозгам ее любимого Селима был бы открыт. Сам Селим не выдержал бы напора со стороны матушки и навалившихся на него проблем с управлением огромным государством. Селим с большой вероятностью отстранился бы от управления страной в прекрасные сады гарема, во власть красного пьянящего вина. Власть Хюррем увеличилась, а Баязид готовил государственный переворот. Не ужились бы два брата, один из них пал бы смертью отважного воина, который либо защищал, либо старался завоевать власть. Хюррем, естественно, старалась бы давить на детей своим авторитетом родителя, но призвать к миру у нее не получится. Власть была бы в руках Хюррем, но уберечь своих детей от печальной судьбы она бы не смогла. Властная, могущественная султанша. Что мне гарем? Я буду править миром.